Ну что, дорогие мои, день сегодня был просто трешаковый, я вам скажу. Название я не стал придумывать, потому что его придумали вместо меня. Телеграф. Зеленский теряет связь с реальностью. Это факт. Там большая статья. И не только Телеграф о нем писали сегодня многие. И Нью-Йорк Таймс о нем писали. Все сегодня писали о Зеленском. И, дорогие мои, Уитков, которого он пригласил и которому он летит после Испании в Турцию, отказался лететь. Вначале согласился, а потом, когда его догнала та инфа, которая происходит сейчас в Украине, оказывается, американцы не знали об этом. Его поставили в курс. Я думаю, это Дмитриев его поставил в курс, потому что Дмитриев потом хорошо отторжался на этом. Понимаете? И после того, как он его поставил в курс, Уитков понял, что он станет такой же белой вороной, как и Зеленский, и отказался лететь в Турцию, дорогие мои. У нас есть «Пропавшие», вы знаете, такой сериал хороший был, «Пропавшие» там. Не помню там, сколько у него было сезонов, но у нас в одном сезоне есть такой Бойко. Ну и, конечно же, Шрек. По Шреку тоже есть информация интересная, так что готовимся, дорогие мои, слушаем «Пропавшего», ему работать мешали, слушаем. Сегодня, к сожалению, парламент оказался заблокированным фракцией Порошенко, и мы не смогли проголосовать увольнение двух министров, фамилии которых были на так называемых пленках Миндича, которые подозреваются в коррупции, и нам надо было их уволить, но из-за позиции фракции Порошенко мы это не смогли сделать. Кто укакался? Порошенко, конечно. Порошенко сегодня тоже мочил просто жестко, я вам говорю. Ну, нормально, все потеряшки. Ну и теперь давайте, потому что я его в новости не вложил, и так его вам просто устно расскажу по поводу Шрека. Если кто не знает, Шрек — это малюк, это глава СБУ. Ну, если, хотите задать вопрос, его также СБУшники называют, другие. Шрек, его так и называют. Можете открыть его фотографию, напишите там глава СБУ малюк, и посмотрите на его лицо, и вы все поймете. И в чем дело, оказывается? Есть НАБУшник, который собирал данные по СБУшникам, по их схемам и так далее. Это Магомед Расулов есть. Он сейчас сидит в тюрьме, в СБУ как раз. И кто-то дал наводку на НАБУшника по этому поводу, и его хлопнул. Именно хлопнул его как раз и сам Шрек. И Шрек изъял у него, распаролили, там, они там пытки проводили над ними, все остальное, как делают нацики. Потому что Шрек, он оттуда, из того же отряда, его проект как раз гонул, и Стерненко, и он всех крышует, и всех других нациков во всех городах, и контролирует там все. И основная задача Шрека была это найти источники. Источники, которые сообщали и доносили о том, что происходит в СБУ, в НАБУ. И он получил этот список. Всех информаторов, все источники, всех. Насколько я знаю, насколько мне сказали, половина из них уже сидит в СБУ, потому что они работают внутри СБУ, их уже посадили, а половина успела сбежать после вот этого шухера, который произошел. У людей есть чуйка. Вот куда пропал Шрек. Не потому что, я имею в виду, ждет указания от Зеленского, а потому что он участник этого всего, потому что есть доказательства, что он крышевал все эти схемы и всех тех людей. И все те, кто какие-то подозрения по поводу этой схемы, он как раз занимался ликвидацией или утилизацией. Чтобы вы понимали, на плечах Шрека и в руках Шрека он посадил более десятка тысяч человек, украинцев, в районе 20 тысяч посадил их, в тюрьмах сидит. Это все не согласны. У меня и друзья там сидят, просто за тиктоки там сидят. И столько же убил, чтобы вы понимали. Так что такая личность, которая... они бегут. Сегодня убежала одна из участников этого уголовного дела, одна из подозреваемых, это министр. И также сегодня убежали, как говорится, некоторые главы ТЦК. То есть там 3 главы ТЦК сегодня также убежала, потому что идет эта лавина, то, что... касается Миндичгейта, дорогие мои. Давайте немножечко нырнем на фронт, потому что это важнее всего. Потому что от фронта все отталкиваемся, а уже потом перейдем дальше, к Зеленскому.
Мирноградское направление. Город сейчас под постоянным давлением. Противник не жалеет фабы. Ну, это Military Public, украинский пишет. И бьет ими по микрорайонам, выбивая себе коридоры жилых кварталов, жилых точнее. На окраинах уже есть захваченные дома, и оттуда они пытаются продвигаться дальше в направлении микрорайона Молодежного и Восточного, хотя разрезать город и зайти глубже, как в бетонный лабиринт. Самая горячая точка сейчас южный фланг. Там серая зона, которая почти съела весь город. Движение противника постоянно. Они идут небольшими группами, меняя маршруты, чтобы сбить темп нашей обороны. Борьба за город жесткая. Ближние контакты, хаос между многоэтажками. Их стиль прятаться, перебегать, ловить момент. Ну, хочу сказать, что борьба не за город, борьба за жизнь, дорогие мои. Им не дают команды оттуда убежать. Вот. Ну, выдвинуться. А с другой стороны, Россия их просит сдаться. Они не хотят сдаваться, потому что прекрасно знают, какая будет за этим ответственность, дорогие мои. Поехали. У нас фронт пришел в движение на ранее статичных направлениях. После недавнего форсирования Волчьей и прорыва к Новопавловке россияне закрепляются на достигнутых рубежах и наступают дальше на северо-запад. На данный момент российские подразделения захватили лесополосы и крупный опорный пункт ВСУ к югу от Новопавловки. В самой Новопавловке пока сохраняется обширная зона боев. Российские войска действуют по всей юго-восточной окраине населенного пункта. Сейчас они пытаются закрепиться в руинах частного сектора и подтягивают логистику вдоль трассы Т-0428. Силы обороны пытаются этого не допустить и перебрасывают на участки резервы. Судя по сообщениям украинских военных, они восстановили несколько позиций на севере села, однако дальше продвинуться им не удалось. Переходим дальше уже к тому, что происходит в мире, да, немножечко. Ну и обязательно фокус у нас уйдет все туда, куда нужно. Польша, дорогие мои. Украинцев в Польше похитили и пытали в гараже. Россия задержала 7 подозреваемых, это сообщает местная прокуратура. Сообщается, что в Ченстахове 44-летнего украинца затащили в автомобиль, отвезли в гараж и начали бить молотком, обливая кипятком и держать связанным в контейнере. Ему удалось сбежать из-за невнимательности злоумышленников. Мужчина доехал до больницы, где его нашла полиция. По данным прокуратуры, мотив нападения связан с урегулированием в сфере наркоторговли. 4 подозреваемых уже заключили под стражу, другим выбрали залог. Подозреваемым грозит от 5 до 25 лет тюрьмы. Но вот что самое примечательное. О том, что подозреваемые также украинцы, не написали. Интересно, да? Можно писать, как там, взяли украинца, но кто взял, можно умолчать. Поехали. Сегодня опять же у нас МИД Литвы Кястусис Будрис заявил, что, внимание, дорогие мои, я не знаю, это такой сюр, слушайте, что коррупционный скандал в Украине должен стать мотивом для европейцев усиливать поддержку Киева, а не ослаблять ее. Ну, это просто сюр, я вам говорю. Типа, чуваки, воруют, давайте, не тормозите, давайте им больше, чтобы они воровали больше. Поехали. Политика пишет, что командиры ВСУ заставляют подчиненных неделями быть на передовой без ротации. Это подрывает их боевой дух. Российские беспилотники превращают эвакуацию в смертельно опасную задачу, подчеркивается в статье, а большинство украинских солдат и вовсе погибают во время ротации, добавил один из полковников ВСУ. Весной Генштаб Украины выступил против законопроекта Минобороны о демобилизации и ротации военных из-за нехватки людей. Документ по-прежнему не утвержден. Прекрасно, прекрасно, дорогие мои. Ну и вот заявление Оливера Карролла, или Кэрролла, как правильно, это журналист The Economist. Запланированные на завтра в Турции переговоры между Стивом Уиткофом и Ермаком отменены. Но вот что самое интересное, это инициировал-то их Зеленский, а не Ермак. Это не парочка сладкая прячется. Говорят, что Уитков, вероятно, не осознавал масштаб скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу. Понимаете, да? То есть Уитков не был предупрежден, что его хотят затянуть и сделать там частью антикриза Зеленского. Все, в отказ ушел.
Прекрасненько, дорогие мои, прекрасненько. Поехали дальше. Телеграф. Зеленский теряет реальность и связь с реальностью. Подписывать фантастические оборонные сделки, которые Украина не в состоянии себе позволить, не ответ на надвигающийся политический и военный кризис. Зеленский оказался втянут в некрасивый коррупционный скандал, в котором некоторых из его ближайших соратников обвиняют в наживе на войне. Его реакцией стала поездка в Париж, где он вместе с Эммануэлем Макроном подписал письмо о намерениях приобрести 100 французских истребителей «Рафаль», а также радар Ground Fire 300 и системы ПВО САМП-Т. У Киева нет даже приблизительно достаточных денег, чтобы закрыть дефицит бюджета в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке истребителей на миллиарды. Там еще более интереснее. По собственным заявлениям Украины, деньги в бюджете закончатся к февралю, если ЕС не согласится предоставить кредит в 140 миллиардов евро, обеспеченный российскими активами, в основном замороженными в бельгийском хранилище Евроклир. Но Украина не имеет никакой надежды когда-либо выплатить такой кредит, если только Кремль каким-то образом не будет вынужден выплачивать репарации, что крайне маловероятно. Когда страна сталкивается с усиливающимися отключениями электричества из-за российских ударов, такого рода предполагаемое наживательство на войне вызывает особое отвращение, дорогие мои. А теперь хочу вам показать, вот это мерзкое, не люблю я Зеленского, но хочу вам показать весь цвет его мерзости. Смотрите, я потом переведу вам. Like corruption still exists. The war hasn't changed that. Ви констатуєте зараз це, Марія? Ви констатуєте проблеми корупції зараз? Она задает ему вопрос, что коррупция в Украине существует и прямо сейчас. А вот он, вот послушайте, какой он вопрос ей задает в В Україні? Ви тут жили? Ви коли-небудь тут жили? You are willing to fulfill all the requirements. Ні, моє питання до вас інше було, Маріела. Моє питання, чи ви тут жили в Україні? No. Ні. Як ви можете говорити про те, що зараз в Україні корупція? Як так можна? У нас зараз оформити бізнес There are official reports. з кого? Official кого? Репорт з кого? Ну, кого You репорт? deny that there is a corruption problem? Російська Федерація. Все, одни антикризы. Он ей рассказывает, что если ты здесь не жила, то ты не знаешь, какая здесь коррупция. Он просто вот тупо, вот в тупую выходит. Она ему говорит, так это отчеты. Он говорит, это чьи отчеты? Российской Федерации? Как это Российская Федерация, если это вообще журналистка иностранная, европейская? Она ему задает вопросы. Судя по акценту, она британская журналистка. И она ему задает вопросы, какие у нее могут быть, так как они являются партнерами Украины, связи с Россией, или она будет брать российские отчеты. Посмотрите, что это Мурло делает на самом деле. Ну это же вообще просто жестяк какой. Ну, у нас это Ермачка вылезла. Это у нее одинокий страйк. Вот, что она там хочет, чтобы... Сейчас я вам переведу, что она там на своем страйке написала. Відставка Ермака и Сырского. Она просто через вот эту вот відставку пытается добиться еще відставки Сырского, дорогие мои. Ну, это просто бомба. Поехали. У меня ж тут женщина в пуантах, но она уже одела не пуанты, она уже резиновые галоши одела. Слушаем тоже. Это... Ну, я не могу это пропустить, эту барышню никогда пропустить не могу. Слушай. Найжахливіше явище, яке може бути, це корупція на крові. Це корупція, коли гинуть наші хлопці і дівчата, коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися. Ці гроші спрямовуються на крипторахунки, свої там матраси, ще кудись. І тому перше, що хоче заявити партія «Батьківщина». Хорош. Вы помните, если кто не помнит, можете предыдущее видео включить, с каким голосочком она там тихо, как мышь, в пуантах там сидела себе, этой ноженькой нащупывала там. Можно
И уже глотка уже хрипит она. Хрипит так, глотку рвет. Уже калоша одела, в наступление пошла, дорогие мои. Там 4 минуты ее можете послушать у меня, если это самое. Хотите послушать это творчество. Поехали дальше. Теперь политика гуляет по зеленке. Поездка Зеленского во Францию, по сути, никакого эффекта, кроме пиара, не имела. Аж перед этим Телеграф об этом прокатался. Экономист тоже по нему проехался. Господи, его мочат. Ох, его мочат. Политика сообщает, что ни у Украины, ни у Франции сегодня нет финансовых возможностей для реализации громко анонсированной сделки по передаче Киеву 100 «Рафалей» в течение ближайших 10 лет. По данным издания, в европейских дипломатических кругах планы Украины приобрести «Рафали» в дополнение к шведским «Грифенам» вызывают недоумение. У них нет денег. Многое будет зависеть от замороженных российских активов, сказал высокопоставленный европейский дипломат. Финансовые ограничения касаются не только Киева, подчеркивает политика, что плачевное состояние государственных финансов также во Франции исключает возможность прямого финансирования сделки из бюджета Парижа. Макрон заявил, что рассчитывает на европейские инструменты и замороженные российские активы как основной источник покрытия расходов. Париж также не собирается изымать истребители из собственных запасов или переносить очередность поставок в пользу Украине. Dassault Aviation, как там правильно, это ж на французском, я не знаю, не пишите злые комментарии по этому поводу. Лишь рассматривает возможность увеличения темпа производства до 5 самолетов в месяц, что все равно не решает проблему доступности. Украинские военные чиновники признают, что даже при наличии средств самолеты придется ждать годами. Даже если бы у нас были деньги, мы бы не получили эти самолеты быстро. Никто в мире просто не продает их в достаточном количестве. Просто погуглите, сколько стран стоят в очереди за «Рафалями». И я сомневаюсь, что кто-то позволит Украине получить их первой, минуя очередь. Эксперты также подчеркивают, что реализация сделки займет много лет и не может являться ответом на текущие кризисные ситуации на фронте. Более того, Украина находится в тяжелом экономическом положении, не сможет самостоятельно содержать авиапарк из 200-250 самолетов. Потому что Зеленый там поехал в Швецию? 150 заказал самолетов, Грифенов, да, он там заказал в течение 3 лет или скольки там. А здесь еще 100. 250 самолетов, дорогие мои, он заказал. Не могут они это держать. Так, ну вот красивые огоньки, которые вы видите. На самом деле плачевные огоньки. Это кладбище Львова. Вот. Я понимаю, что у некоторых там есть всякие обострения по поводу этого. Я считаю, что там среди погибших людей есть абсолютно невиновные, которых поймали на улице, бусификнули, отправили. Они просто вот... Жалко мне таких людей, я много таких встречал. Он не имеет стержня. Вот меня взяло государство, куда-то отвезло и все. Это не я, да, которого там пытаются они выкурить откуда-то там, как-то всячески, да, там. Есть просто вот мамин, бабушкин, какой там, он не виноват. Он просто шел по улице и все. И там вот их, наверное, большинство, мне кажется, замотивированных там 10%. Лычаковское кладбище во Львове почти полностью заполнено. Осталось место лишь для 20 захоронений. Я хочу просто сказать, дорогие мои, Львов, как бы он такая, знаете, город-миллионник стал как раз во время войны. До этого он там было 800 тысяч жило. И все почему-то вот фокусируются на Львове. Если во Львове у нас вот там закончилось, ай-яй-яй, бить тревогу. Везде закончились места. Везде. Кладбища не рассчитаны на войны. Ну, вот на такие, да, когда просто людей, как собак, ловят на улице и убивают. Везде заполненные кладбища. Еще с 22 года, я помню, в 22 году мы катались на велосипедах по деревне. Вот. Еще тогда не было вот этой вот бусификации. Все кладбища с флагами просто. По деревням, глухим деревням. Но это первые места, откуда
мобилизировали людей. Просто приезжали, там мобилизировали, все. Не было еще тогда, 22 год, еще люди были, как Зеленский хвастается 22-м годом, что люди были на мотивации. То есть еще кто-то там верил во что-то, что это Россия свободу пришла забирать. Поехали. Одесская область под ударом. Вот уже несколько дней Россия интенсивно наносит удары по Одесской области. С 11 ноября сразу же несколько городов попали под удар гераней и искандеров. 11 ноября был атакован порт Рени, где был поражен как минимум один терминал в бассейне Дуная. Также беспилотником герань поражены станции РЭП на мысе Бапой, Бапой неподалеку от Одессы. Под вечер 12 ноября был атакован порт Килии, где был задействован ОТРК «Искандер». Целью стал причал базирования катеров ВМС Украины. В этот же день был нанесен удар по острову у реки Прорва. Там находились и находится позиция Госпогранслужбы. Вот туда мочите. По погранцам. Если надо, пожалуйста, напишите где-то в любом телеграме. Вам дадут все, просто сдадут все их адреса, где они сидят, эти черти. Вот по ним бейте. Вот. А то по ТЦК бьют и все. По погранцам надо лупить и все. 13 ноября геранями и одной оперативно-тактической ракетой «Искандер» поражены подстанция в Арцизе, а также железнодорожное депо. 14 ноября массированному налету ударных БПЛА подвергся Ильичевск, где был атакован железнодорожный состав. 16 ноября более десятка гераней были задействованы для удара по солнечной электростанции у Староказачьего, которые обеспечивали значительную часть Одесской области. В ночь на 17 ноября был нанесен удар по очередному порту, на этот раз по Измаилу, в котором поражены склады в порту, а также подстанция 110 киловатт Измаила. Одесская область под интенсивными ударами и неспроста. Регион наиболее просто ввести в энергетический блокаут, так как он зависит от импорта из Молдавии и Румынии. Мне кажется, что тут немножечко ошибочка, потому что есть южноукраинская АЭС, которая как раз его, и там и гидроэлектростанции и так далее. Молдавия сама импортирует. Они могут делать просто там сквозняк, то есть оттуда сверху. Если открыть карту, да, то есть Молдова такой вот именно аппендикс, который влазит в Украину от Дуная и от прута. И там с Хмельницкой или Ровенской вниз через Молдову можно пробросить как раз до самой Бессарабии, до Одесской области. Окей, министр энергетики Светлана Гринчук на фоне коррупционных скандалов решила не дожидаться суда с тюрьмой и сбежала за границу. А теперь послушаем Порошенко. Дорогие мои, я не могу, сегодня день не может быть без Порошенка. Поехали. Мочил он і в этот раз. Зайшов до штучного інтелекту і продивився, а що ж, хто такий Алі-Баба? Зачитую дослівно. Персонаж арабської казки випадково дізнається заклинання до скарбниці і стає дуже багатим. Крім того, ім'я Алі-Баба використовується як псевдонім для керівника Офісу Президента України в зв'язку з корупційним скандалом. Не можу не погодитися з штучним інтелектом. На сегодня хватит. Штучный интеллект – это искусственный интеллект. И он, чтобы вы понимали, задал вопрос, это я россиянам рассказываю, которые не знают украинский язык, и не только россиянам, как казахи пишут, и белорусы пишут. Белорусы более-менее понимают. Вот. И также там французы уже у нас есть французы, есть немцы, которые пишут в комментариях, кстати. Вот. Я перевожу для них. Значит, Порошенко обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать, кто такой Али-Баба. И ему Али-Баба рассказали, что это, персонаж именно, кто такой Али-Баба. Но также искусственный интеллект сказал ему, что это один из подозреваемых в деле Миндича. Искусственный интеллект ему подсказал. И что этот подозреваемый по имени Али-Баба Андрей Ермак, дорогие мои. Ой, господи. Вот просто заметьте одну вещь. Он сказал сказка. Что это сказка.
А потом сделал поправочку. Каска. Потому что на украинском языке без буквы «С». Это просто каска. Каски. Там, рассказывать каски. А тут сказка сказал, и все на него такие... Сразу же на лету исправился. Каска, говорит. То есть вы даже поэтому можете понять, насколько в быту русский язык, ну, просто доминирует. Поехали. У нас еще тут есть Леша Гончаренко, который присматривает себе кресло Зеленского. Тоже на украинском говорит, хотя он даже записывает на русском свои ролики там возле Верховной Ради, и у него там ТикТок половину на русском. Слушай. Зеленський, я записую це відео біля крісла, яке ти зганьбив. Ну, це крісло президента Верховній Раді. Але ти більше не маєш права його займати. Тому що ти обрав, що тобі важливіше. Тобі сині і красиві купюри важливіші за державу. І сьогодні ти розхитуєш човен і своєю жагою до влади, і тим, що вчепився за крісло, як вождь до кожуха, докануєш країну до кінця. І це катастрофа. Тож припиняй цим займатися, наберись мужності, покажи, що щось тобі заважало десь колись танцювати, що щось там ще є, і йди геть. Це те, що ти можеш сьогодні. Хватит, Лешу тоже. Леша сам себе там тоже хочет в это кресло присесть. Он все время возле этого кресла тусит и все время там этого Зеленского проклинает. Они там с самого начала его восхождения в это кресло, на этот трон Зеленского, Леша туда делает постоянные посылы. Ну, что он сказал? Набери смелости и свали. Ну, типа Зеленскому. Ну, конечно, он это все рассказывает пустому креслу, потому что там, если будет Зеленский, Леша не подойдет туда, не будет ничего говорить. Хотя Бог его знает, дорогие мои. Поехали дальше. Есть большая вероятность того, что после падения Покровской Мирноградской агломерации и Купинска, а судя по происходящим событиям, это неизбежно в самой ближайшей перспективе, военно-политическому руководству Украины не остается ничего, как перенести новую фортецу, ну, так у нас называют, фортеця, да, в Константиновку. Первое. Довольно крупный город, в котором, ну, знаете, тут идет перечисление, да, по поводу этого всего. Я еще недели 2 назад вам говорил, что следующая будет Константиновка. Ну, после Покровско-Мирноградской. Это чтобы вы понимали. Ну, Покровско-Мирноградская, я думаю, месяц еще. Ну, вот это мои такие прогнозы, потому что я читаю вам постоянно и все это вижу. Окей, дорогие мои, поехали дальше. ВСУ сегодня также потеряли Веселое к востоку от Гуляй-Поля, где оборона фактически развалилась. На днях падет и оборона Зеленого Гая и Высокого. Далее заберут Затишье. Не менее чудесные дела обстоят у трассы Покровска-Гуляй-Поле. После падения обороны Даниловки и Нечаевки здесь также целый ряд и населенных пунктов. И большие территории перейдут под контроль России. Ну, идут продвижения, идут. Ну и уже, дорогие мои, подходим к концу по поводу этого всего, того, что у нас происходило. Там я хочу сделать немножечко по комментариям пройтись. Некоторые пишут, что делай там по 10-15 минут, вот, потому что у нас там свет дают очень коротко, и мы не успеваем за такое время посмотреть все полностью. Ну, дорогие мои, я не могу делать по 10-15 минут, потому что я буду 5 раз на экране у вас. Ну, я вижу, знаете, это как вот жменька какая-то этих новостей вылезти. Ну, так и можно тиктоки писать. Я могу шортсы писать по каждой новости. Вышла новость, записал шортс. Так рыгать уже от меня захотите там через 2 дня. Бо просто будет постоянно мое лицо. Вот там то. Поэтому, конечно, я лучше соберу все это вместе и выдам вам. Мало того, что я же еще не просто соберу и выдам, я же их там еще, как говорится, собираю по тематике, для того, чтобы мы плавно переходили от одной темы к другой, не было какого-то там диссонанса и рванины какой-то. Вот. Ну и еще при этом надо в телеграм-канале тоже постить. Поэтому туда также подписывайтесь, у нас там весело на самом деле. Очень весело. Окей, дорогие мои, обязательно подписывайтесь. Вот. Еще пока не получил я возможность пришивать аудио. Очень хочу. Очень сильно.
чтобы наши подписчики, которые сейчас на субтитрах сидят, ну, я имею в виду европейские, могли послушать это. Вот, было бы очень хорошо. Есть сервисы, которые делают аудио, я бы брал просто это. Они стоят денег. Там где-то 1300 евро в месяц. Это там типа а-ля безлимитный пакет, который вот мне нужен для этого. Вот, он столько стоит. Но ради, как говорится, великого дела, ради того, чтобы остановить эту войну, для того, чтобы европейцы уже начали свои там, как сказать, там, правительство шатать, чтобы они не давали деньги Зеленскому, то я готов. Я готов там ежемесячно выдавать эту сумму. Но, блин, мне нужно аудио. А для аудио нужно как можно больше подписчиков. Окей, дорогие, всех вас люблю, обнимаю. Всех обнял.